Здравствуйте, товарищи! Сегодня 31 июля 2026 года. Пятница. Местное время 13 часов 18 минут. Итак, дорогие мои, тема данного видеоролика. При каких условиях Бог приведет грядущего царя к власти в России? И дополнительная тема. Божественный спектакль продолжается. Матрица продолжает нагибать Россию еще ниже и ниже. Что происходит? Что происходит? Я уже подробно рассказывал о том, что происходит, ради чего здесь все на Земле так устроено. Но пока это должного эффекта мои рассказы не имеют. Но знаете, как говорится, вода камень точит. Так что все течет, все изменяется. Посмотрим, что будет дальше. Итак, еще раз тема. При каких условиях Бог приведет грядущего царя к власти в России? И дополнительная тема. Божественный спектакль продолжается. Матрица нагибает Россию еще ниже. Я уже говорил не один раз. На Земле все события запрограммированы Богом в матрице. Матрица – это технологический комплекс, космический технологический комплекс, который в полностью автоматическом режиме управляет на Земле человеческими биороботами. Внутри биороботов воплощаются потенциально живые существа тахионы, дети богов-коммунистов. Боги-коммунисты во всей своей совокупности – это и есть единый живой Бог. Так вот, царь в России запланирован давно, еще до создания планеты Земля и до создания солнечной планетарной матрицы. Запланирован Мессия, о котором были даны пророчества самым разным народам и религиям. Машиах, Майтрея, Калки-Аватар, Имам Махди, второе пришествие Иисуса Христа, и там еще много разных других названий. То есть события, которые сегодня происходят, они запланированы, запрограммированы заранее. И теперь встает вопрос, сделает ли Бог меня, Мессию, Машиаха, Майтрею, имама Махди, грядущего царя, юридическим царем России? Сделает ли меня Бог юридическим царем России или не сделает? При каких условиях это может произойти? Я ранее и писал в текстах и говорил о том, что тахионы – это дети богов-коммунистов. Их свободная воля неприкосновенна. Земля, планета Земля и биороботы человеческие на Земле созданы для того, чтобы взращивать тахионы здесь на Земле, оживлять их, учить мыслить, чтобы они в будущем развились бы до такой степени, чтобы стали равными со своими родителями. Равными, не равными, но очень близко. Такими же, как родители, стали. Богами-коммунистами. И вот, по плану, тахионы должны были к настоящему времени созреть до какой-то степени. То есть мыслительные системы тахионов в период мертвого взращивания должны были созреть до какой-то степени мыслительные системы тахионов.
Созрели они до этой необходимой степени или не созрели, мне неизвестно. Но Бог об этом знает. Матрица регулярно собирает информацию со всех тахионов, тестирует все тахионы, проверяет уровень созревания их мыслительных систем и так далее. Если мыслительные системы тахионов, какого-то количества тахионов, не всех на 100%, а какого-то количества тахионов, если мыслительные системы созрели до необходимого уровня, то тогда нужно, чтобы в России появился юридический царь от Бога, он же Мессия. Мессия, Машиах, Майтрея, грядущий царь России, который, значит, будет с помощью российской мощи распространять послание Бога людям по всей земле, среди всех людей на земле. И будет преобразовывать и Россию, и всю человеческую цивилизацию по тому плану, который замыслил Бог. Если же мыслительные системы тахионов не созрели до такого необходимого уровня, то тогда грядущего царя делать юридическим царем России нет смысла. Просто нет смысла. Это бессмысленно. На Земле все события запрограммированы на 100%. Здесь, на Земле, мы видим биороботы. Мертвые физические и человеческие тела. Мертвые тела животных, растений и так далее. Здесь все на Земле запрограммировано. Но процесс взращивания тахионов не подвержен программированию. Процесс взращивания тахионов – это совершенно уникальный процесс. Да, матрица влияет на сознание тахионов, она активирует сознание тахионов, но она не программирует сознание тахионов. Тахионы развиваются, можно так сказать, в условиях управляемой эволюции. То есть это не стихийная эволюция у тахионов наблюдается, а управляемая. То есть на тахионы матрица целенаправленно воздействует на сознание тахионов и таким образом направляет развитие сознания тахионов. Матрица управляет процессами развития мыслительных способностей тахионов. Но мыслительные системы тахионов не программируются. Свободная воля тахионов неприкосновенна. Просто тахионы еще или совсем мертвые, или совсем слабые. В общем, они еще не способны самостоятельно ничего делать. И вот матрица, как заботливая няня, как воспитательница в детском саду, вот эти тахионы, значит, как-то там им объясняет, что-то там направляет, указывает и все прочее. То есть процесс созревания тахионов, он управляем только частично. Только частично. Созревание тахионов – процесс почти непредсказуемый. Почти непредсказуемый. Таким образом, если к настоящему времени какое-то количество тахионов созрели до необходимого уровня, то тогда царь в России нужен. Если же количество тахионов, у которых мыслительная система созрела, недостаточно, или количество тахионов еще очень мало, у которых мыслительная система созрела, то тогда грядущий царь не нужен. Мне неизвестно, до какой степени созрели мыслительные системы тахионов. Но я знаю, что я смогу об этом узнать, когда будут разворачиваться события.
дальше будут разворачиваться события на Земле. Теперь переходим к тем событиям, которые на Земле разворачиваются строго согласно программам матрицы. То есть все события запрограммированы. Итак, что мы видим? Мы видим Третью мировую войну. Третью мировую войну. Эта война не похожа на предыдущие, но это Третья мировая война, она уже идет. В Третьей мировой войне опять участвует Россия. И в этой Третьей мировой войне де-факто Россия по сути одна. Да, ей помогают некоторые государства, но эти государства не являются преданными друзьями России. Они ищут свою выгоду. Все это запрограммировано. Бог с помощью матрицы продолжает нагибать Россию все ниже и ниже, разыгрывая божественный спектакль. Это спектакль, в котором биороботы изображают якобы мыслящих людей. Якобы мыслящих. Якобы здесь на Земле происходят какие-то стихийные эволюционные процессы. На самом деле все это запрограммировано. И я четко и ясно вижу. Да и другим биороботам, я думаю, видно, что Бог продолжает нагибать Россию все ниже и ниже. Вот прямо сейчас, буквально в течение вот этой последней недели, обострилась ситуация. Обострилась очень сильно и в экономическом плане, и в военном, и в политическом. Если кто-то из вас наблюдает за синхронизациями жизненных состояний, то вот в эту последнюю неделю, 2 недели максимум, все октябрьские синхроны, то есть мои синхроны, испытывают очень мощное давление с разных сторон. В том числе такое же давление испытывает и руководство России, которое является моим синхроном. Все по программе. Все по программе. Если Бог решит, что царя не нужно приводить в Россию, значит, то, скорее всего, он ослабит давление на Россию. Ослабит. Но давление продолжается. Давление на Россию продолжает нарастать. Ситуация в России постоянно ухудшается. И внутри России, и вокруг России ситуация ухудшается. Данный факт является явным, четким, понятным указанием на то, что Бог намерен привести царя, грядущего царя, меня, Сергея Тимура, к юридической царской должности в России. Этот факт я вижу очень и очень хорошо. Итак, давайте я подведу итог данного видеоролика. То есть я подведу итог того, о чем я уже сказал, но в более краткой, сжатой форме я это повторю, для того, чтобы запомнили слушатели и поняли бы суть. Самое главное, чтобы эту суть поняли сотрудники российских спецслужб и российское руководство. Итак, Бог приведет меня, грядущего царя Сергея Тимура, Мессию, Машиаха, имама Махди и так далее, к юридической царской власти в России только в том случае, если соблюдено условие. Условие это связано с уровнем развития мыслительных систем тахионов и связано с количеством тахионов, у которых уровень развития мыслительных систем достиг достаточных параметров. Так вот, если количество тахионов и уровень развития их мыслительных систем уже достаточен, то меня Бог приведет к юридической царской власти в России.
это уже неизбежно. Это запрограммировано, если это условие соблюдается. Если это условие не соблюдается, тогда нет смысла приводить меня к юридической царской власти в России, потому что это только навредит тахионам. Этого не нужно делать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что мы наблюдаем сегодня на Земле? На Земле мы наблюдаем Третью мировую войну, в которой Россия воюет в одиночестве против всех стран Запада. Это запрограммированная война. Она предназначается для того, чтобы российское руководство начало изучать бы послание Бога людям, записки о мироздании Байтерек. Это как минимум и как максимум, чтобы российское руководство пригласило бы меня, грядущего царя, мессию, Машиаха, Майтрею, имама Махди, на юридическую царскую должность в России. Давление на Россию продолжается, война продолжается, ситуация внутри России и вокруг России ухудшается. Это является явным, однозначным признаком того, что Бог намерен привести меня к юридической царской должности в России. Вот эти две вещи я хотел сообщить руководству России и российским спецслужбам. Я эти две вещи сообщил. Видеоролик можно останавливать. Запись данного видеоролика останавливаю.